Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии речь пойдет о том, как использовать Google таблицы для бизнеса. И на примере небольшой компании мы сделаем автоматизацию, в которой наглядно рассмотрим, какие именно инструменты для этого нам понадобятся. Итак, первое – это, конечно, техническое задание. Техническое задание состоит из следующего. У нас есть большая таблица, она относится к руководителю. То есть руководитель видит всю картину. Далее у нас идут подчиненные. Менеджер заполняет синюю часть таблицы. Дальше сметчик заполняет зеленую часть таблицы и видит часть таблицы, которую заполняет менеджер. И, соответственно, бухгалтер заполняет желтую часть таблицы и видит часть таблицы, заполняющей менеджером, и часть таблицы, которую заполняет у нас сметчик. Теперь, как это реализовать на практике? Для начала нам нужно создать 4 дубликата таблицы. То есть таблица руководителя. Правой клавишей выбираем «Создать копию». Называем ее, к примеру, «Переименовать менеджер». То есть в данной таблице будет работать менеджер. Окей. Далее мы также создаем еще одну копию, в которой будет работать бухгалтер. И также создаем копию таблицы менеджер, в которой будет работать сметчик. Создаем копию. То есть в итоге у нас получилось 4 таблицы. Таблица руководителя, таблица сметчика, таблица бухгалтера и таблица, получается, менеджера. Отлично. Теперь мы переходим в таблицу менеджер. Открываем ее в новой вкладке. И здесь оставляем только данные, которые необходимы менеджеру. В данном случае это у нас вот такая таблица. То есть к менеджеру у нас ничего не будет приходить. Лист называем для удобства лист 1. И, соответственно, вот эти таблицы для коллег удаляем. Далее делаем удобную ширину столбцов, чтобы он видел полностью момент заполнения. И делаем вниз на 1000 строк. По умолчанию таблица сделана именно настолько. В данном случае 984. Делаем все границы. И шрифт выбираем комфортом. Комфорт — это специальный шрифт, который разработан для удобства работы. Отлично. Теперь мы видим, что у нас текст стал более наглядный. И шапку мы также делаем комфорта, плюс нам ее необходимо закрепить, чтобы при прокрутке вниз она никуда не смещалась. Мы выбираем вид, закрепить и первую строку. Также ее можно сделать чуть пошире и в ней также отметить все границы. Отлично. Теперь нам необходимо создать таблицу для менеджера мы создали. Далее у нас пойдет сметчик. И после у нас пойдет бухгалтер. Теперь мы создаем таблицу для сметчика. Обратите внимание, что к сметчику у нас должны приходить данные из таблицы по менеджеру. Копируем полностью таблицу по менеджеру и вставляем ее в таблицу для сметчика. Также называем для удобства лист 1 и вставляем полностью таблицу, которую мы скопили у менеджера. Вот, отлично, все получилось. Теперь, далее, что нам необходимо сделать? Нам необходимо настроить, во-первых, импорт. Для того, чтобы настроить импорт, мы используем функцию, которая называется у нас import range. Также она имеет некоторые нюансы, которые мы сейчас с вами рассмотрим. То есть, у нас добавляются таблицы для сметчика. Мы берем их вот отсюда. То есть вот эти таблицы у нас заполняет уже сметчик. Мы делаем общий формат для удобства. То есть столбцы, которые у нас заполняет сметчик, мы их также выделим и скопируем. Далее мы отмечаем столбцы, которые у нас будет заполнять сметчик, немного другим цветом, допустим, зеленым. Окей. Теперь нам необходимо, чтобы в данную таблицу автоматически из таблицы менеджера подтягивались определенные столбцы. Мы здесь также закрепляем первую строку
И данные, которые у нас сейчас, мы их очищаем. После чего мы пишем функцию равно import range. Import range это функция, которая помогает импортировать данные из одной Google таблицы в другую. Переходим в таблицу менеджера, берем ключ таблицы. Ключ таблицы у нас находится после слэша буквы D. Копируем, заходим с метчиком и в двойные кавычки устанавливаем наш адрес. Далее идет точка с запятой, после чего у нас идет название листа, это лист 1, восклицательный знак и указываем диапазон. Диапазон у нас получается с ячейки B2, да, без шапки берем, по ячейку F1000. Ставим двойные кавычки, закрываем, нажимаем Enter. У нас происходит загрузка, после чего у нас выдается ссылка, что необходимо открыть доступ на соседнюю таблицу. Если мы пишем полностью адрес через HTTP, то, во-первых, она будет дольше работать, да, потому что она будет искать по полному вхождению. И, во-вторых, не всегда она выдает сообщение об открытии доступа. Нажимаем «Открыть», и в данную таблицу у нас попадает часть данных, которую, соответственно, заполняет менеджер. После чего данные, которые заполняет менеджер, мы правой клавишей нажимаем, выбираем «Защитить диапазон». Да, здесь мы называем «Задать разрешение», и в списке пользователей можем настроить, кто именно может редактировать данный диапазон. В данном случае эту таблицу видим только мы и сметчик, да, поэтому данную область мы говорим, что редактировать не имеет смысла, и выделяем ее, допустим, каким-нибудь цветом, который приходит из таблицы менеджер. Вот, то есть он просто смотрит, когда приходят новые заявки, да, но исправлять их уже не может. Отлично. Следующее, это у нас получается сметчик заполняет свои данные, которые у нас находятся также в таблице руководителя. Мы их отсюда скопируем и перенесем к сметчику. Отлично. Теперь нам необходимо создать таблицу для бухгалтера. Мы заходим в Google Диск, открываем таблицу бухгалтера, в которую мы также переносим данные от сметчика и от менеджера. Копируем таблицу менеджера, Ctrl-C, переходим в бухгалтеру и вставляем эти данные, соответственно, сюда. Ctrl-V. Теперь из таблицы бухгалтера нам нужно в таблицу подтянуть значение по менеджеру, да, соответственно, значение по сметчику и значение, которое ведет сам бухгалтер, да, также подтянуть в таблицу руководителя. И далее нам какие поля у нас импортируются к бухгалтеру. Бухгалтер у нас импортируется первые 4 столбца от менеджера, их можно взять из таблицы Import Range. Так, таблица руководителя, бухгалтер. Мы их вставляем. У нас происходит прогрузка, далее мы открываем доступ. И, соответственно, не по F, а по E. Да, здесь мы исправляем на E. Отлично. Так, данные отсюда убираем, чтобы он смог их перезаписать. Есть. Далее нам необходимо взять часть столбцов из сметчика. А точнее, это столбцы со стоимостью по смете и стоимостью по материалу. Мы также их выделяем, заходим в бухгалтера и вставляем за место телефона и стоимости материалов. Убираем, берем формулу, копируем и, соответственно, из таблицы сметчика берем ключ таблицы, который находится у нас после буквы B, копируем его, заходим в бухгалтера и заменяем. После чего также мы меняем диапазоны, которые нам необходимы. Это H1 и I1. Да, получается столбцы H по I. Переходим сюда и пишем H2 и I. Открываем доступ. Отлично, все получилось.
Далее нам необходимо добавить в таблицу бухгалтера столбцы, которые, соответственно, заполняет сам бухгалтер. Он у нас заполняет 3 столбца. Соответственно, его столбцы мы выделяем немного другим цветом. Заходим в таблицу руководителя, у нас копируем шапки, берем формат, исправляем и делаем, соответственно, немного другую заливку. Данные столбцы бухгалтер будет заполнять руками. И значение мы также сюда вводим из таблицы руководителя. Копируем и вставляем. Придаем соответствующий формат. Далее, что нам нужно сделать? Нам необходимо теперь в таблицу руководителя подтянуть все значения из всех таблиц. Да, то есть как это сделать? Соответственно, мы копируем формулы Import Range, заходим в таблицу руководителя. Здесь мы удаляем все. Здесь делаем все границы. Выбираем шрифт, получается комфорта. Делаем ширину столбцов немного другую. Вот. И теперь первое, что нам необходимо сделать, это перенести данные из таблицы менеджера. Для этого мы, соответственно, пишем Import Range из таблицы по менеджеру. То есть мы вставляем формулу, выбираем менеджер, копируем ключ таблицы после слэша на букву D. Заходим в таблицу руководителя и, соответственно, здесь меняем диапазон. То есть нам необходимо импортировать диапазон с ячейки B2 по ячейку F1000. Enter. Еще раз проверяем ссылку на таблицу. Нажимаем «Вставить» и нажимаем Enter. Открываем доступ. Далее у нас идет сметчик. Соответственно, сметчику мы берем из таблицы сметчика, это с G по H. Копируем ключ таблицы. Нажимаем Enter. И заходим в таблицу руководителя, меняем данные. Нажимаем «Вставить». И далее импортируем диапазон с G2 по I1000. Так, открываем доступ. Есть. И, соответственно, последний, кого мы импортируем, это у нас бухгалтер. Бухгалтер у нас берется также ключ таблицы. Вставляется в таблицу руководителя за место вот этой ссылки. Далее с ячейки J2 по ячейку L1000 импортируется. Теперь давайте полностью отследим цепочку, которая у нас должна пройти по всем таблицам. То есть у нас менеджер получает заявку, пишет ее 6, да? Далее он заполняет ФИО, дальше город, адрес, наименование работ, далее телефон, после чего ему необходимо сообщить, что сметчику, что поступила новая заявка. Сметчик открывает свою таблицу, видит, что у него здесь поступила новая заявка, пишет дату замера, который он будет выполнять, стоимость материалов, после замера он заполняет, стоимость работ. Вот, соответственно, сообщает бухгалтеру, что замер произведен. Да, бухгалтер заходит в свою таблицу, и у нее подтягиваются данные пишет номер счета, который ей необходим, допустим, 1382. Итого к выплате это 22 тысячи. И оплату, которую произвел, допустим, предоплата была 10 тысяч. В свою очередь, в таблице руководителя у нас появляется новая строка, которая видит данные по нашей таблице. И он может их просматривать спокойно. Также мы здесь фиксируем, закрепляем первую строку. И в таблице у бухгалтера защищаем диапазон, который к ней приходит, чтобы
Просто-напросто она не сбила формулу. Выбираем. Через расширенные здесь мы меняем доступ только по приглашению. И сюда приглашаем пользователя через Google почту. С вами был Полянский Алексей. Если у вас есть какие-то вопросы или предложения по созданию систем на Google таблицах, вы можете мне написать. Мы вместе с вами проработаем. Ставим пальцы вверх, подписываемся на канал. Всего доброго. До свидания.